Добрый день, дорогие друзья, добрый день. Привет из зимнего Кишинева. Я, пользуясь случаем, снимаю вам снова и снова видео. И вот опять скажу, вот не было у меня намерений, но думаю, сегодня я пойду по улице Невской, бывшей, для любителей новизны, Парис. Видать, у них какие-то французские корни, кто ратует за название улицы Невской как Парис. Или у них друзья гастробайтеры, или они сами гастробайтеры, против которых ничего абсолютно не имею. Имею против тех, кто забывает историю и забывает старые названия улиц и мест нашего города, и не только нашего. Что послужило толчком к моему желанию поснимать вам видео, а может быть даже больше и пообщаться с вами. Очередной глупый, бесполезный комментарий под моим последним видео с Магалы пединститута. Человек, не знаю, или новичок, или не посмотрел мое видео до конца, не в теме, обозвал меня попрошайкой. Говорит, с какого перепугу какому-то попрошайке магазин должен делать скидку? Чем, мол, какой-то блогер, он меня назвал блогером, хотя я вообще-то и не блогер даже, а простой гражданин, обозреватель, который все делает по воле души ради вас, как служение. Так вот, мол, какой-то блогер просит скидку, непонятно за что, человек вообще не в теме, понимаете. Я не хочу оскорбить личности людей, которые просят, ибо написано даже в Библии: просящему дай. Знаете, есть голодный, есть нищий. Но я не просил на хлеб видео, на колбасу, на санаторий, на путевку в Дубай. Я поясню этому человеку и всем остальным, кто не в теме, что я предлагаю на своем канале активно поддерживать его, потому что этот канал — социальный проект, придуманный и созданный мною на мои средства, в мое личное время, моей техники, которую я когда-то купил, собрал и так далее. Вы, кто меня критикует, и пальцем не пошевелили для того, чтобы что-то сделать полезное для канала. И я уже не говорю о вашей родине, где вы живете, кроме глупых комментариев. Объясняю, я хочу возродить проект «Спокойной ночи, малыши», для самых маленьких, для того, чтобы они приучались к нашим исконным традициям, которые начинаются с Библии. Мама, папа, уважение, любовь, забота о ближних, аккуратность, внимательность, доброта, взаимовыручка и так далее. Все самые основные человеческие качества, присущие только людям, хочу развивать в наших детях. Есть такое понятие «Шапти Андак Декаса», 7 лет до школы. И как еще говорили наши бабушки, целуй ребенка, пока он поперек кровати. А потом это уже называется баловство. Так вот, я хочу возродить «Спокойной ночи, малыши», молдавский вариант. А это время, аксессуары, атрибуты. И я хотел, у меня уже есть 2 кушмы, кстати, помог их приобрести мой зритель постоянный, не молдавского происхождения и не молдавской национальности, кстати, а россиянин армянского происхождения, который услышал об моей этой идее и поддержал ее. Понимаете, человек думает о будущем, как и я, о будущем наших детей,
А как вы думали, как вы сегодня живете, как мыши? Вот тот, который писал мне этот наивный комментарий, даже не наивный, а просто глупый, агрессивный комментарий. Как он собирается жить? Кто завтра будет обслуживать ему жизнь, сервис? В это понятие я вношу мысли о том, откуда берется хлеб, откуда берется тепло, куда девается грязная вода в унитазе. Вы хоть раз думали, кто это все делает, кто это все обрабатывает, откуда берутся кадры, пожарники, слесари, сантехники, медсестры. Если мы живем век, все говорят, ой, этого развитого технического прогресса, все мечтают быть инженерами. Ну, это как максимум. Минимум все мечтают быть какими-то юристами, менеджерами, которые ничего, по сути, не производят и ничего полезного не делают. Мы как-то без менеджера проживем, а вот без сантехника, без слесаря, без кочегара, образно, который вам создает тепло, вы не проживете. А кто будет воспитывать эти кадры сегодня, чтобы завтра их иметь? Вы думали об этом? Конечно же нет. Вы живете сегодняшним днем. Я обращаюсь к тем, кто пишет наивные, глупые, порой вредные комментарии, не разбираясь в сути вопроса, кто я, что я, зачем я, куда я. Потому что раньше этими проектами воспитания детей занималось государство. Сегодня государства нету. Оно занимается всем чем угодно, но только не в ваших интересах. Парламентарии и так далее. Кормушка для воров и лентяев, которые морочат вам голову евроинтеграцией и всякими другими глупыми словами, терминами и понятиями. Как будто к вам придет какой-то дядя, откуда-то богатый дядя, и решит все ваши проблемы. Такого не было, нет и не будет. Возьмите на своем примере. Вы готовы кому-то помочь? Нет. А вы ждете, что вам сосед даст 100 лей просто так? Нет. Даже 1000. Он может сказать, на тебе 1000 лей, а завтра скопай мне дачу, огород, или сделай мне что-нибудь, какую-то физическую там услугу, окажи за эти деньги и верни с процентами. Никто ничего не дарит. И вы знаете эту поговорку «Брынза Кубань», хотя я очень не люблю ее. Табачок врозь я тоже не люблю, потому что ее придумали люди, которые живут только для себя, эгоисты, не готовые, не желающие ни помогать, ни чего делать для других. Свое оправдание, знаете, вот чтобы им было хорошо и больше никому, чтобы они пользовались плодами чужого труда и захватывали его, снимая пенку, как пенку в молоке снимают. Знаете, вот таким образом эти люди хотят жить, и они придумали эти идиотские поговорки. Да. И вот мы уже пришли к почте. Вот это я хотел вам вкратце рассказать. И еще один зритель мне посоветовал, типа, вы, Эдуард, не стесняетесь, напоминаете видео о поддержке канала. Вот я напоминаю. Блин, хотя я в советах не нуждаюсь и знаю, что вот для вас это вот обращение может быть для многих пустым звуком, потому что опять и снова многие живут только для себя, и им чуждо понятие сострадания, взаимопомощь, взаимовыручка. И все могут, да, многие могут свистеть, критиковать, писать что-то, недовольные комментарии, но мало кто из них готов что-то сделать конкретное. Ну вот, на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, дорогие друзья. Привет с улицы Невской. Замечательная наша улица. Вот сели мы здесь присесть, отдохнуть, выпить кофе. И девушка очень любезная. В тот раз я заходил, она меня запомнила, потому что я говорю, где окошко? Не было вот этого красивого, милого стеклянного окошка. А сейчас есть. И мы с ней так мило пообщались про название кофе, потому что в Румынии и Болгарии нету размера американо. Там есть делгу или лунга. А тут американо называют. И я
сторонник патриотизма, не национализма, не путать, а патриотизма за наш молдавский язык, за болгарский язык. Эспрессо. Вот, девушка мне сделала эспрессо любезно. И корицу немножко, если можно. Вон попадете в эфир, попадете на мой канал Кишинев, Молдова. Как знаменитость, как любезная девушка с Буюкан. Сейчас я вам покажу свой канал. Заплачу. Сейчас платить. Или потом. Вот девушка мне разрешила вообще не платить. Она говорит, для вас бесплатно. Бесплатно для вас. Она говорит, я угощаю вас от себя. Видите, какие у нас любезные молодежь. Кишинев, вы видите, плохая молодежь, отличная молодежь. Спасибо большое. Как вас зовут? Каталина. Каталина. Вот Каталина шлет вам всем привет, жителям Кишинева и тем, кто далеко, гастарбайтеры, которые жили на французской улице Парис, ныне Невская. Спасибо большое Каталине. Мы идем пить кофе. И спасибо. Продолжаем наш репортаж через некоторое время.